Итак, приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, или тех, кто в записи этот стрим когда-то может будет смотреть. Продолжаем. Horizon Zero Dawn. Второй стрим. Привет, Алексей, тебе отдельный. Очень рад тебя видеть, что снова зашел. Привет, с большим нетерпением жду. Я рад, что ты ждал. Я тоже, если честно, ждал. У меня не часто такое бывает, когда я прям с нетерпением жду продолжения стримов, чтобы снова побегать, поиграть во что-то определенное. Вот эта игра одна из тех случаев. Да-да, продолжаем. Да. Продолжаем с того самого момента, естественно. Я вне стримов ничего не делал. Люди Вот. Нора, С этого скоро мы момента. начнем. Очистите сердце. В планах у нас... Ну, то, что будет, то и будет у нас в планах. Это, естественно, так-то. Вроде как мы, по идее, насколько я помню, должны будем как раз в этом стриме уйти в свободный мир. А вот эта вот область, я так понимаю, обучающая, прологовая, что ли, должна будет сегодня закончиться. И мы пойдем уже куда-то вот на север. Уже будем исследовать все, что захотим. А не только ограничиться вот этим маленьким кусочком. Также у нас здесь еще, я смотрел, навыки остались, которые я планировал как раз на этом стриме распределить. Под конец прошлого решил их не трогать. Еще их надо будет распределить, но это чуть-чуть попозже. Замаливать грехи, которыми навлекли на себя Пока... эту беду. Когда раздадутся голоса Как глянем, что нас там ждет дальше Вот по девчонка. сюжету. Она все-таки выжила. Она многих спасла. Повезло нам с ней. Как твои дела, Алексей? Как настроение? Так, еще 70 метров. Дозор матери. Ну-ка, секунду. Ту-ту-ту-ту-ту. Да нет, все нормально. Ну-ка выпрями спину. Не думай про ее лицо. Не думай про кровь. Немножко пограбим их. Девственно. Девчонка-изгой идет. Элой! Начинается. Твои Элой! Говорят, Кто? по объятиям. Хвала Великой Вроде Матери! демон. А, это Ты ты? жива! Касанием сводит машину с ума. Ходили слухи, но не знал, можно ли им верить, пока не увидел. Так рад, что ты жива. А какие слухи ходили? Что тебя ранили. И ты при смерти. А потом высший матриарх Тирса настояла, чтобы тебя отнесли исцеляться в гору Великой Матери. Сколько было шуму. Туда ведь никому нельзя, кроме матриархов. Но ты заслужила честь. Выжившие рассказали всем, как ты за них сражалась. Там я не одна сражалась. Да. Они рассказали про Баста с Валом. Да. И Раст, кто меня вырастил. Он спасал меня и погиб. О нем вроде бы не говорили, но я его помню. Он был с тобой, когда ты меня спасла. Я помню, он тогда заслонил тебя, когда мой отец стал кричать. Ведь его смерть не была напрасной, Элой. Он спас тебе жизнь. Мне надо за врата. Ты хоть представляешь себе, насколько там опасно?
Мне нужно пройти. Не нужно в Как открытый пройти мир. с крыши, он на стене. Это наш новый вождь. Но я не уверен, что он поможет. Чем объятия так опасны? Убийцы еще там. Нет. Давно ушли. За ними отправилось войско, но угодило в западню. У них какая-то власть над машинами, как зараза, которая заставляет повиноваться. И эти их машины теперь рыщут в объятиях? Да, они там есть. А за пределами дела обстоят гораздо хуже. Поверь мне, сейчас не время для путешествий. А ну-ка не командуй. Почему Рэш не поможет? Ну, он говорит всякое про тебя. Что я безродная шваль и изгой? В таком духе? Да. Я не рад, что его выбрали вождем, но Сона не вернулась из похода. Говорят, что она пошла по следу убийц одна. Кто это Сона? Сона была вождем, но после сражения она пропала. Ты не видела ее в сердце матери? Высокая, худая, темнокожая, с белыми волосами. Ее дочь проходила инициацию и погибла. Вала ее дочь? Да, была. Хорошая. Это точно. Почему у тебя лук и копье, Тэп? Ты же швец, а не воин. Наши воины все мертвы или ранены, Элой. Кто-то должен стоять в дозоре матери. Вот я и вызвался. Ничего, справлюсь. Мне главное, чтобы не пришлось идти по пути испытаний. Та еще нудятина, благо эта миссия следующая, и открытый мир с когтями и перехватом тебе открыт. О, другое дело будет. Мне пора Осталось идти. совсем чуть-чуть. Береги себя, Элой. И ты себе. Кстати, я вне стримов после предыдущего все-таки глянул. Эти самые различия ремастера и оригинала. А то до этого я особо как-то и не смотрел, там не узнавал, что да как там Делаю конкретно запасы. менялось. Ну, изменения мне вроде понравились. Да, не какие-то прям мега кардинальные, но заметные, если прям сравнить. Особенно там анимации, лица, освещение в некоторых местах. Мне Мешок я понравилось. тоже надеть. Неплохо так. Откройте врата. С какой стати я должен слушаться всяких изгоев? А я искатель, между прочим. Меня выбрали искателем. Открывайте! Тебя? Искателем? Тирса и Джеза ополоумели? Сперва допустили безродную до святого обряда, а потом даже притащили внутрь священной горы. Они навлекли на нас проклятие, и теперь наши дети в каменных курганах. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Какой он неприятный. У тебя что, сердца нет? Я сражалась рядом с ними, плечом к плечу, спина к спине, до самой смерти. Был бы среди них истинный Нора, всадил бы стрелу тебе в спину. Вот же мудак. Уймись. Молчать! Я ваш вождь! А я искатель волей высших матриархов. Открой врата, и я отсюда уйду. Чем быстрее ты уберешься, тем лучше. Что это? Демон! Тревога!
Великая мать! Что он с ними делает? Подчиняет их. К оружию! Что за беду ты навлекла теперь, безродная? Убейте их! Убейте их всех! Можно я его убью? Он меня уже Воины, приготовьтесь! выбесил кардинально. Сегодня мы сразимся с проклятием! С демоном! Великая мать, дай нам сил! Сейчас начнется. Вот он. В атаку! Осторожно! Это он здоровый. Бегуны взбесились! Посканировать? Хорошо, посканировать. Ой-ой. Зараженный бегун. Огонь. Он каким-то хаосом или непонятно какой фигней меня заражает. А, как это называется? У второго отряда убийц на инициации была такая же тварь. Не знаю, вот Как же смотрю эта на твой машина геймплей, управляла всеми бегунами. смотрю на твой геймплей и на геймплей тогда, и вроде ничего не отличается, если, конечно, не прям всматриваться. Нужно выяснить, как эта машина подчинила себе бегунов. Не забудь всех этих новых машин, которые появились, просканировать, ведь они все новые. У тебя может быть ощущение, как будто ты их видел, Может, Визер подскажет мне, как эта машина управляла остальными. но это подвиды, которые отличаются, и За которых наших нужно погибших. просканировать. Хорошо, просканировал. Отлично, теперь у тебя открыты такие машины, как захватчик и подвиды. Записная книжка, каталог машин. Захватчик. И зараженная машина. Вот, да. Новые данные. Как захватчики подвиды машин под названием зараженные, уязвимы к огню, ничего другое их практически не берет. Да, кстати, я вчера задался вопросом, но тебя уже тогда не было на стриме. Как стрелы, собственно, поменять на огненные, а то я не разобрался. Хотел пострелять, а то уже стрелы огненные мы давным-давно получили, а я все обычными стреляю. А как поменять на огненные? Либо забыл, либо не знал. Я найду тебе применение. Ой, наконец-то дождь прекратился. Он тебя заражает заражением. Как бы это тупо не звучало. Эта дрянь машина позволяет им контролировать. Ага, все понял. Все органическое эта дрянь поглощает мелкие наноботы. Одни взламывают, других не поглощают. Ага. Вот видев захватчика,
Вот в этой игре нужно починить всех машин, имеется в виду перехватом, чтобы они дрались за тебя. Вот перехватчика вы нельзя. Он сам починит. Ага, он исключение. Ясно, ясно. Как же она управляет другими машинами? Да, чем кстати, секрет? я вчера собрал все-таки те Показывай. улучшения фиолетовые, о Ну-ка. которых ты говорил. В том Ты углу их карты. подчиняешь. Только как? Вот. Вот этой штукой. Она соединяется с визором. Так и я могу. Ну, попробуем. Если это прикрутить. Держится вроде. Проверим. Элой, как ты это сделала? Ты убила демона. Вырвала из него потроха. Я поняла, как он их себе подчиняет. Мне так кажется. Но нужно попробовать. Ну, на тропе, ведущей к вратам объятий, всегда много бегунов. Точно. Все равно я направляюсь к вратам. Мне надо найти Варла. Я всегда знал, что ты не такая, как все, но Но что? теперь, думаю, тебя послала богиня. Чтобы Рэш не болтал. Спасибо, Тэп. Мне пора в путь. Я знаю. Буду за тебя молиться. Основное задание завершено. Троба горы. Нужно починить врата немедленно. Очко навыков и опыт. Мне все равно, Прекрасно. как вы это сделаете. Приступайте. Доступны новые протоколы перехвата. О, это как раз то, что нам надо. Бегун, дуголоб. Еще какие-то Нужно там опробовать это виды. устройство. Да, Посмотрим, что надо оно опробовать умеет. обязательно. Сейчас опробуем. Так, сначала ты кто? Ты торговец? Мгм. Бесплатно я всегда забираю, естественно. Ага. Навыки, так. Открой колесико быстрого действия, а как это сделать, можешь посмотреть в настройках. И там просто выбираешь на огненные стрелы. О! Точно, вот, все. Странно, я вроде все кнопки тогда перепробовал, но вот видать все, кроме этого. Гениально. Вот огненные стрелы. Все, ясно, понятно. Также он может создавать зараженные машины, которые ему подчиняются, и их перехватить, но однако он не может твои машины подчинить, которые ты перехватил. А ты не можешь его, более-менее равенство. Угу, равенство. Отлично, теперь ты можешь починить новых машин. Первый это бегун, второй винторог, третий дуголоб, четвертый рыскарь, ну и последний да, вот только что видел, появлялась картинка. Отлично, ты можешь прокачать ветки, собиратель, первый навык, приманка, второй боевой перехват, а третий это боевой перехват плюс. Прокачал все эти навыки, твой переход станет вечным. Так, подождите. Собиратель. Первый навык приманка, второй боевой перехват. Вот, приманка, да. Хорошо, берем его. Боевой перехват. 50% увеличивает срок, в течение которого упрощенная машина будет... Ага, тоже неплохо, да. За 2 очка целых. Тут уже 3 надо, да.
Третий это боевой перехват плюс. В течение неограниченного времени будет. Ну блин, ну тут одного навыка не хватает. Вызов машины плюс. Ну тогда поднакопить еще один навык, чтобы это вкачать. Или на что-то другое пока что. Еще отвлечься. Хочешь еще один навык, ты сможешь прокачать этот навык, и перехват станет вечным, пока он длится 4 минуты. Ну да, вот неограниченное время, но не хватает одного очка. Ну, значит, будем копить еще одну. Итак, нас отпустили наконец-то в открытый мир. Попробуйте перехватчик. Вот, сейчас мы пойдем попробовать. Так, нет, в открытый мир нас еще не отпустили, но мы к этому движемся, я так понимаю. Вообще советую обратиться к ветке охотник, это первое. Это навык бесшумная атака, и еще один навык. Это когда более незаметный. Охотник. Бесшумная атака. О, нет, вот это я хочу взять по-любому, да. Мне как раз этого не хватало. Не, тебя нифига не отпустили, еще одна миссия отпустит. Окей, тогда. Можно добывать ресурсы и обыскивать тела врагов, не слезая с ездовой машины. Но еще вообще пока ездовых машин не имеем. Это мы еще изготовить там не можем улучшалки? Можем. Ну-ка для ресурсов. Беру. Еще можно? Плюс 20 к вместимости. Что еще? Ловушки, зелья. И все, да? Тут нужны кости, мясо. Вообще на твоем месте я бы прокачал такую новость, как бесшумное касание. Он тебе позволит прокачать ветку, и если ты ее полностью прокачал, ты сможешь бегать, тебя никто не будет слышать. Но пока у нас навыка все равно уже нет, так что пока и на этом остановимся. Это у тебя остался один навык, его можно потратить на бесшумное касание. Вот это. Ну ладно. После прыжка. Это не вообще не бесшумно, а только после прыжка. Бесшумно. А это, я думаю, такое себе. Не то чтобы, наверное, буду часто прыгать. Прям возле врагов. Не привлекай внимания. Дейлой приседает. Угу. Но это дальше будет. Если встретишь рыскарей, попробуй их просканировать, и тогда уже треугольник у них будет светиться синим. Это будет говорить о том, что все, ты Сигма можешь укрощать. Окей. Мы сейчас как раз еще идем опробовать этот самый перехватчик впервые. Скоро мне это понадобится.
Блин, жалко, в этой части нету Но кожа плавания хорошо под водой. подготовлена. Знаю, Не надо что спутаться. во второй части есть там и полеты можно полетать, и поплавать можно. Тут пока такого нет. Так, вот мы и прибыли, да? Или нет, или мне не к этим. Или к этим. Бегуны. Можно опробовать на них перехватчик. Надо к ним подкрасться. Не хватало только, чтобы они меня затоптали с перепугу. Перехватив управление бегуном, вы сможете его оседлать для... Да-да-да, не успел дальше прочитать. Что-то там треугольник вроде бы. Чтобы перехватить или укротить, подойди сзади и нажми... Рискнем! Давай, давай. Или я отвлекся на чат, не заметил, как он сам ко мне подошел беспалевный такой. Это было неожиданно. Так, не смотрите на меня. Успокойтесь. Теперь у тебя в левом нижнем углу есть такое колесико, и там можно прокрутить, и там будет такой восклицательный знак. Если ты его используешь, это свистнет, и машина подойдет проверить кусты. Да, вижу. Сейчас подойдем. Мы уже прокачали как раз вот этот навык со свистом. Сейчас протестируем. Вы успокойтесь, нет? Они до сих пор агрятся на меня. Вы еще долго? Или... О, наконец. Блин. Офигенное укрощение, просто божественное. Только они вроде как успокоились, я там заметил, что синим начали светиться, как опять меня кто-то спалил. Только это действует, когда враг меньше, чем на 5 метров от тебя стоит. А тут даже подойти к ним никак не получается. Они прям стоят и смотрят на меня и не успокаиваются. Ой, это будет долго. Не прошло и 100 лет. Как же они долго успокаиваются. Так, вот один идет к нам. Оп. Камон, камон. Треугольник вроде как там было написано. Куда, алё? Куда иди?
Издеваешься? Я к ним туда пойти не хочу. Я сейчас только выйду из кустов, они меня опять спалят и опять будут полдня успокаиваться. Еще один идет. Там еще кабан рядом. Олик. Тихо, Рискуем, спокойно. рискуем, 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 рискуем. Перехватить управление. Все? А, удерживать надо было. Вот, все. Сработало! Ура! Он Не прошло и 100 спокоен. лет, как Я его мы укротила. кого-то подчинили. Кажется, мне нужно сесть пешком. О! Другое дело. А этот вообще убежал. Сразу бы так. Можно на тебе кататься? Оседлать? О, Вот давно так. я этого ждал. Молодец! Вот это другое дело. Давно я ждал, на ком можно будет прокатиться. Чтобы машина атаковала, нажмите R1. На! Пошел! Ну, ясно. Ясно, понятно. Какой резвый! Ну, Вот теперь будет сейчас повеселее. пешком. Ну, естественно, если на тебя бы выпрыгнул из кустов какой-то Надо опробовать маньяк-убийца. перехватчик на других машинах. Не на всякую, наверное, можно залезть, но я найду им применение. Там идет бой. Прямо у врат? Осторожней! Та разбита. Давайте ближе! Ближе! Ты Варл, значит? Мне показалось? Или ты правда прибыла сюда верхом на бегуне? Ну, да. Правда? Это долго объяснять. Да уж я думаю. Чудные времена для тех, кто выжил. Я тебя узнал, конечно. Элой, ты победила на инициации. Рад видеть, что ты оправилась от ран. Тирса сказала, ты знаешь дорогу в Меридиан. В столицу Дома Солнца? А ты покидаешь нас? Я ловлю предателя Олина. Для этого матриархи назначили меня искателем. Иди на север, венец матери. И если дойдешь, спроси Марею, она подскажет. Если дойду. Путь будет опасный. Мы потеряли так много воинов. Земля без защиты, границы без охраны. А мы остались без вождя. От Трэша толку мало. Только потому, что Сона пропала. Я бы сам отправился на поиски, но она приказала мне защищать врата. Что я и делаю. Ну, естественно, если на тебя бы выпрыгнул из кустов какой-то маньяк-убийца, ты бы убежал. Он обратно в кусты прыгнул, чтобы начал опять туда подходить. Ну да. Просто сделай тут электрическую ловушку, неважно какую, и машина будет оглушена, будет перехватывать. И да, ты когда тебя можно заметить, ты можешь еще первые 2 секунды его перехватить. Я про ловушки уже и забыл совсем. Действительно. Видишь, какой перехват? Сделай из маленькой силы машины целого монстра, которого с одного удара убил своего собрата. Ага. Только представь, что это не маленькие машины, а огромные... Ну да, я понял. Представляю. Ты сказал, путь будет опасным. А что там такого? Всего не перечислить. Убийцы все еще здесь. И они заразили машины своим безумием. Да, я это видела. Еще бандиты. Разбойники, которые вторглись на наши земли. У них там лагерь в руинах, выше по течению. Надо пополнить запас стрел. Кто сказал, что я прошла инициацию?
Я говорил с выжившими. Ты храбро сражалась. Вместе с Бастом. И моей сестрой. Вала твоя сестра? Мне очень жаль. Она хорошая. Я думала, мы с ней подружимся. Подружились бы. Спасибо. Она спасала других. Нет смерти достойнее. Так убийцы устроили вам западню? Как? После первого нападения на племя Сона повела войско по следу убийц. Но в гневном безумии часть воинов нарушили строй и рванули вперед, прямо в ловушку. Большая стая бешеных машин, одержимых заразой, набросилась на воинов и растерзала их. Вождь Сона собрала людей и уничтожила стаю, но убийцы уже скрылись, а наши потери были огромны. Ты сказал, вождь Сона пропала? Даже несмотря на этот разгром, она не отступилась, собрала добровольцев и продолжила погоню. Ты не вызвался? Да, вызвался. Но Сона меня не взяла. Она приказала мне отвести раненых в объятия и стеречь врата, стеречь объятия до последнего. С тех пор прошло несколько дней, и вестей нет. То есть никто не знает, жива она или нет? Если кто и мог там выжить, лишь она. О ней ходят легенды. Она несгибаемое копье, на которое мы равняемся. Не угонишься, наверное. Ах, ты даже не представляешь. Она моя мать. Мне пора идти. Элой, прежде чем ты отправишься в венец матери, может быть, ты попробуешь найти Сону? Племя очень в ней нуждается. Я бы сам пошел на поиски, но не могу. Она приказала мне ни на шаг не отступать от этих врат. Где ты ее оставил? Там, где на войско напали. Лесистая лощина напротив жажды беса, на этом берегу реки. Попробуй там найти ее след. Она погналась за теми, кто напал на нас. Вероломно убил наших родных. Кто пытался убить тебя? Я понимаю. И постараюсь. Выберите меню инструментов вызов машины. Ага. Все, теперь мы умеем вызывать машину. Великолепно. Хотя вот она рядом стоит. Чего уж тут. По следам вождя. И что же теперь? Теперь-то открытый мир. Беритесь до места побоища. У нас 2 квеста сейчас, да? Да, идем сначала вот сюда. Интересный факт. Когда ты сканируешь любую машину, там вверху будет написано вражеская машина. То есть это машина враждебна к тебе, но перехваченная машина, там будет написано дружественная машина. Можешь выполнить одну мою просьбу. Она не сильно сложная, и пока не выполнишь задание по следам вождя, ничего, никакого открытого мира, точнее открытый, но маленький мир. Ну хоть что-то. Что за просьба? Храни тебя, богиня. Вся моя жизнь прошла в объятиях. Мой мир стал больше, но и опаснее. Начинаются новые приключения. Ко мне? Сейчас хочу глянуть управление на этой лошади. Основное, прицеливание, посадка на машину. Сильный удар, легкий удар при езде. Угу. Посадка, спешивание, торможение при езде, атака, прыжки, ускорение. Все ясно, понятно. Если встретишь рыскаря, подойди сзади и зажми треугольник.
Ага, перехватим. Его интересные факты: у твоих машин всегда глаза синие и провода на шее синие. Когда твои машины светятся ярче. Мороз щиплется. Если встречу рыскаря, да? Рыскарь это у нас вот этот, да? Ну так тогда надо будет, по идее, всех попробовать подчинить. А ресурсы мы не можем собирать с лошади. Окей. А вот и рыскари. Плавать мы тоже не умеем. Или умеем? Тихо, 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 тихо. Стелс, 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 стелс. Тихо, тихо. Опля. Все? Теперь он мой. Его оседлать мы не умеем. Да, только вот этого умеем. А и он сразу пошел атаковать, да? Чтобы перехватить управление, нужно интересно, откуда взялись эти штуки. Вот это мощь. Ха. Ты где там? На помощь? Дружбан? Алло, ты куда пошел? Меня тут атакуют. Эй! Ну, 2 вида уже попробовали починить. Если ты в записной книжке откроешь любую машину и тыквами два раза в левом верхнем углу, там будет написано, какой котел для перехвата, точнее программа котла, и можешь ли ты перехватить эту машину сейчас. Котел, программа Пси, перехват доступна. Вы уже попробовали. Программа Пси доступна, его тоже попробовали. Падальщик, программа Сигма недоступна. Падальщик недоступен, ясно. Но этот вообще невозможно, понятно. Пилозуб аналогично недоступен. Это тоже невозможно. Все понятно. Охотничьи угодья. Это что такое? Какие-то испытания, судя по тому, что здесь вот на время что-то. Ой, не люблю вот такие вот испытания на время. Не нравится. Вот они, да, охотничьи угодья. Хотя бы один раз попробовать стоит. Кстати, ты еще можешь починить такую машину, как рыскаря, красноглаза. Не отличаются лишь слегка измененным глазом, больше хп, больше здоровья, присканировать там приписка красноглазый. Но мы еще таких, я так понял, не видели, значит. Либо я их просто еще не сканировал. Костер. Они меня выслеживают. Вот что покупать мне пока, что не покупать, я пока вообще без понятия, что здесь мне надо, что не надо. Кстати, карта. Это, наверное, мне надо. Цветы,
фигурки, сосуды, обзорные точки. Вот, наверное, вот карты стоит взять. Но это бесплатное, само собой, берем. Сундучок азартный игрок. Чтобы узнать, что в этой коробке ее нужно открыть. Ух ты, ух ты. Коробка с модификацией за 100. Коробка с особой модификацией за 1350. У меня нет денег. Пахучие охотничьи угодья, грубо говоря, испытания выполняешь, получаешь коробки, как быстро выполняешь. Ну да, ведь понятно. Я уже не в первый раз вот подобные квесты вижу, где на скорость что-то там сделать и получаешь всякую мелочь. Не люблю подобные вот квесты, где на время что-то там надо сделать, за это какую-то мелочь получать. Слышал ор, вот это твой дерется, да, слышал. Только вот теперь он, когда не надо, уже дерется там где-то, когда я уже бежал. Вот когда вот на меня нападали, вот только что видели, он что-то там ходил, тупил. Если хочешь, я могу помочь и рассказать тебе, что нужно, а что нельзя, лишь покажи. Ты про покупки? Ну вот насчет вот этого давай, можешь сказать. Проща, канатомет, нитемет, боевой лук, высокоточный лук, гремучник, проща, еще куча всякой фигни. Вот что из этого мне надо, что не надо, что потом лучше прикупить, а что вообще лучше не покупать. Мало ли мы найдем где-то, может, получше и не тратить лучше пока сейчас ресурсы. Вот здесь я пока вообще без понятия. Вот насчет одежды пока, наверное, не обязательно, потому что у меня там и своя одежда пока вроде нормальная. Более здесь много что очень дорогое, что мне не хватит. Ресурсы, ну ресурсы это мы и так их всегда насобираем. Зелья. Пока не знаю. Целебных зелий у меня полно, это самое главное. Вот остальных ловушек и прочих зелий, мне кажется, ими просто редко буду пользоваться. Потому что я себя знаю, я во многих играх обычно вот какими-то расходниками такими вот, кроме обычных хилок, вот каким-то другим вот зелья защиты от холода и так далее. Вот таким я редко когда пользуюсь. Просто потому что забываю, или лень, или и без этого нормально так справляюсь. Боеприпасы. Тут не знаю. Стоит ли. Или мы крафтить и в будущем их сможем. И покупать не придется. Насчет сундучков тоже не знаю. Вот этих азартный игрок. Стоит ли их пробовать брать, или там фигня всякая падает. Особые предметы. Вот насчет карт тоже. Мне кажется, стоит их взять. Твоим некоторые машины, которые ты прихватил, они становятся глухими. Грубо говоря, если они не увидят врага, они не будут атаковать. А вот почему он не атаковал. Потому что он задом к ней был. Просто шел куда-то. Спиной ничего не увидел там. И бездействовал. Они не будут атаковать. Небольшой неприятный момент, но он все равно рано или поздно убил его. Ну да, такой небольшой моментик. Насчет оружия, покупая боевой лук, он позволит тебе оглушать машину, чтобы делать критические атаки. Либо перехваты. Господи. Насчет брони... Ну, насчет брони, ладно, можешь не рассказывать насчет брони. Не особо прям обязательно мне что-то там знать. Вот насчет оружия я только что вот говорил, что мне особо интересно, что там надо, что не надо. Насчет сундучка вот этого, стоит ли азартный этот игрок. Карты вот эти, надо ли они? Ну, по идее, надо. Карты, они обычно везде полезные. Отображают на карте там всякие штучки. Боеприпасы, вот это все тоже, наверное, не обязательно мне знать. Если, конечно, там нет каких-то особых моментов неочевидных. И в ресурсах купи древесину, ведь тебе пока его хватает, но потом ты его будешь получать слишком мало.
Разить слишком много, так что его лучше заранее раза в 2 прикупить, и все будет нормально. А, прям настолько все в будущем будет плохо. Пучок древесины. 200 стеблей древесника. У меня сколько? $250. Да, я понял, что там на улучшение надо было куча всякого. Ладно, давай. Их бесконечно можно брать. О, теперь 480. 15 вот этих комплектов у нас есть. Уже 16. Может еще что-то продавать стоит, что-то, что прям совсем бесполезное. Из-за того, что у меня есть ресурсы, например. Или модификации, или одежда. И оружие. Вот у меня еще куча оружия какого-то там из сундучков получил. Мощный лук Карфа, дальнобойный лук, бронебойный. Кстати, да, когда ты перехватываешь машину, лучше не вмешивайся, она в основном сама справляется. И да, когда ты перехватываешь атаковать, никто не заметит, что у них редактор-предатель. Прикольно. Сундуки лучше не стоит. Ты сам за некоторые побочные задания и сюжетные квесты будешь покупать. А еще карту лучше прибереги их, если будешь проходить игру на 100 или для DLC. Карту, да, ладно. Сундучки не стоит, значит. Еще пучок древесника возьму, ладно тогда. Ой-ой-ой, теперь у меня его 680, да? Да. Ну, думаю, пока что на этом хватит. Это можно сделать. Ну, вот эти подсумки для ловушек, для зелий, я не знаю, стоит ли мне их делать, потому что я этим почти не буду пользоваться, скорее всего. Ну, хотя первые уровни, наверное, можно. А там дальше уже посмотрим. Кстати, электрическую ловушку я помню, пробовал, и она мне вроде как понравилась. Что-то бесполезное продавай, главные нервы бегунов и рыскарей. А, это бесполезное, да, считается? Костистое мясо, корень, провод, 90 проводов, мясо, корень. Комплект, это понятно, мясо, искровой разрядник, вода, сосуд металлический, огнежар, еще огнежар, сталежок и все. Дальше вот какие-то уже синие и зеленые. Я так понял, синие и зеленые пока лучше не продавать. Куры, ядра, сердце, всякие кости, линзы. Во-первых, как я заметил, у тебя есть синее оружие и фиолетовая броня. Найди их.
Ага, вот. Фиолетовая броня на мне надета уже. И с улучшением, с модификацией, точнее, уже поставлена. Лук у меня стоит тот, что изначально был в игре, но так как у меня уже на нем стоит вот эта самая улучшалка, которую я нашел, о которой ты говорил, вот плюс 40% урона. И там вроде как навык какой-то надо, чтобы можно было менять спокойно. Вот механик. А если я сейчас поменяю на другой лук, то вот эти модификации, они просто пропадут, я так понял. Подсумки для зелья делай, а вот подсумки для ловушек, ну, лучше не стоит. Ну, вот разве что самые первые, я только вот подумал. Ну, и да, я сразу, зная себя, могу сказать то, что я ловушки и зелья буду редко использовать, поэтому вот сразу улучшать вот эти всякие вместимости. Именно особенно ловушки. Не знаю, буду ли. Линза бегуна и прочих машин, которые тебе сейчас есть, продавай. А, вот линза бегуна. Необычная деталь. Область применения. А, то есть ее просто продавать можно, да? Она больше нигде не надо. Линза рыскаря. Просто продажи. То есть любые линзы это просто для продажи, да? Это ни для чего больше не надо. Область применения здесь написано изготовление предметов. Вот. С кости можно что-то создавать. А тут просто купля-продажа и все. Как и сердце вот бегуна. И это тоже. И это тоже. Ну, короче, все, что везде вот пишет просто продажи предметов, это можно смело продавать. Где пишет изготовление предметов, вот то лучше оставлять. Все, хорошо тогда. Продаем все вот это вот, значит. Ладно, это не важно. У тебя есть еще 3 свободных места для оружия. И, по-моему, у тебя как раз 3 синих оружия. А, да, точно. Ладно, сейчас продам вот это. И глянем еще вот те самые места для оружия. Да, я помню, что там еще свободные оставались. Как раз. Изготовление. Да, все остальное вот это уже продавать не стоит. А броню... А ее продать нельзя. Вот эти 2, по крайней мере. Они сюжетные. А насчет этих пока не знаю. Модификации, кстати. Ну, пока тоже не знаю. Ну и остальное ясно все. Так. Оружие. Чтобы пройти эти испытания, я должна соблюдать правила. Нет, а вот. Нет оружия, нет оружия. Вот сюда надо еще 2 что-то выбрать. Тут у меня нитемет стоит. Тут охотничий лук слева стоит. Еще вот сюда 2 что-то можно поставить. И чтобы поставить туда, запомни, начиная с линзы, падальщик, они уже будут нужны, чтобы покупать некоторые вещи, луки и прочее. А, все хорошо. Более из таких сложных зверей, как падальщика, вот они уже нужны. Окей. А там не будет писать, что они как типа нужны для каких-то покупок? Или тоже будет написано, какие там, вот, что просто купля-продажа и все, и больше ни для чего не надо. За осколки именно.
Терца насчет белозуба не продавай, они нужны. Я пока в замешательстве, что нужно, что не нужно. Я боюсь, чтобы у меня и инвентарь не захламлялся всякой фигней, и боюсь продавать что-то, потому что мало ли оно окажется нужным когда-то там в будущем. Хотя у меня уже вместимость 70, я там прокачал подсумки, теперь можно, наверное, не париться и собирать все подряд. И проходил испытание там, где пилозу, в будущем ты их сможешь подчинять, если пройдешь котел Сигма. Представь машину 12 уровня, ты сможешь перехватить, пройдя котел. Ясно. Короче, просто когда в следующий раз получишь какие-то штуки, начнешь их продавать, спрашивай, а это надо, это не надо. Все окей. Так, какое оружие выбрать? Бронебойный, дальнобойный лук или мощный лук еще там в эти два... в эти две ячейки, которые еще доступны мне. И как их, собственно, туда поставить? А вот так, ясно. Дальнобойный, мощный. Повышенный убойной силой. Позволяет стрелять быстро и точно. Эффективнее сбивать с машины компоненты и броню. Метемет и охотничий. Убери только... Так какой лучше? Бронебойный бери, только бронебойный. А в еще один слот ничего не ставить, пустым пока оставлять. Бронебойный, так. Плюс 8 урона, огня, удобства. Давай урона. Что значит удобство? Что дает удобство? Один слот оставим чисто так на будущее. Окей. Что дает удобство? Вот у меня такой вопрос. Это полезное что-то или это фигня полная? Удобство — это такой параметр, который увеличивает скорость перезарядки, скорость натягивания, скорость прицеливания. Это круто, но не нужно забывать и про другие модификации. Но тут либо огонь, либо удобство. А стихийные вот эти бонусы, они что-то дают? Огонь, холод, электричество, или они тоже такое себе? Или наоборот крутые, их в первую очередь стоит ставить. Хотя у меня и так уже есть огненные стрелы сами по себе. Тут еще и урон огня. Общий. Блин, сообщение с Твича что ли не транслируется? Возможно. Опять Твич что ли багует? Такое бывает. Да, Твич опять багует. Точнее, не Твич, а рестримбот, который не показывает сообщение с Твича. Вот засранец. О, теперь показывает. О, привет тебе. Как ты вовремя написал, как раз я только хотел сказать, ну-ка напишите что-то на Твиче, чтобы проверить. И вот товарищ к нам зашел еще один. Привет тебе, и привет, Эмикс, тоже тебе. Привет всем, кто подошел. Прикольно, мне только что на Твиче в личку какой-то иностранец написал nice streamer, nice stream. Мне комплименты наделали. Мой стрим. Итак, удобство или огонь? Удобство или огонь? Удобство или огонь?
Что более полезно? Чтобы я знал на будущее, стихийные вот эти бафы, они прикольные или они фуфло? Что-то новое теперь? Да, что-то новое теперь. После Цусимы у нас теперь Horizon. На полное прохождение. Очередная большая игра. А ссылка на зрителей? А на зрителей нету. Огонь. Огонь получше? Ну, огонь так огонь. И поставить этот самый. Вот сюда. Все. Разобрались с ресурсами, с луками, с вот этим всем. Запомни, удобство зеленое бесполезно. Вот уже синее, фиолетовое удобство супер полезно. Ну, пока у меня вообще ничего там особого синего, фиолетового. Единственное то, что мы нашли. Нет, не это. Другое фиолетовое, которое у меня там надето на 40% урона. А вот этот на 40% заражения. Это куда вообще ставить? Я что-то его ни на что не мог поставить. Ни на броню, ни на лук. Это под что-то особенное, что ли? То, чего у меня еще нет. И запомни, заражение туфта. Окей, туфта, так туфта, как скажете. Когда будет Человек-паук 2, будешь стримить? Естественно. Само собой будем. Только сначала Майлса Моралеса пройдем. Когда там очередь до него дойдет, а потом и второго, естественно, само собой пройдем. Он же там теперь вроде как анонсирован официально на ПК уже где-то там в январе. Вот уже как раз до того времени, может, и доберемся до него. И уже будем официально играть ПК-версию, а не то, что сейчас. Кстати, открой рюкзак, оружие и наведите на свое копье, там покажи название всех каталогов, которые можно пройти, чтобы получить перехваты. Серый, который ты не пошел, белый, который прошел и получил. Ой, как сложно, все сложно. Копье. Доступны протоколы перехвата Пси и все. Все остальное недоступно. Кстати, кнопочка слабого удара не умещается в описании. Вот сверху написано наносить быстрый слабый удар, и кнопка R1 не вместилась. Так, ладно, мы тут пришли к этому, к охотничьим угодьям. Один раз хотя бы глянем, что это такое, что оно из себя представляет. Хотя, мне кажется, это будет полная фигня, которую я никогда не буду делать. Ну хотя бы один раз надо будет глянуть. А на Торрете он когда был анонсирован? А я не знаю. Когда проходил первого Человека-паука, видел, что уже и второй есть. Или еще даже до этого видел. Когда он там появился и каким методом он там появился, без понятия. Пойдем все игры в мире. Когда-нибудь, может быть. Пока в планах вот Horizon будем проходить до конца ноября, а там Stalker 2. Надеюсь, до выхода успеем пройти Horizon. Естественно, я вне стрима тоже буду здесь бегать. Такие побочки там не обязательно делать. Ой, ё-моё. Это называется купили карту и сколько всего открылось. Господи. Вне стрима, да, буду бегать, делать всякую побочную фигню, чтобы на стримах прям очень долго не возиться, чтобы мы поскорее прошли игру, собственно, как я и делал с Человеком-пауком, Цусимой и так далее. На стримах будем там квесты всякие делать, сюжетные, дополнительные и что-то такое более-менее интересное. Не прям все, иначе если буду прям на стримах все это делать, мы будем его бесконечно проходить. Судя по вот этому вот всему вот этому вот. Хотя на 100% я тоже вряд ли буду проходить.
Бамбалейла, легенда Сталкер. Это точно. Сталкер 2 у меня какие-то смутные сомнения, что... у меня смутные сомнения. Что опять на следующий год анонсы, так можно будет вторую часть Horizon. Ну и Horizon вторую часть мы тоже, естественно, пройдем. Человека-паука вторую часть пройдем, и Horizon вторую часть пройдем, и все, вообще все пройдем, да. Все игры в мире мы пройдем. Вопрос, когда? Когда-то. И все сразу. Вот у нас и так за последние 2 месяца уже столько всего классного пройдено. Ну и все, идем дальше и дальше. А насчет Сталкера 2, ну... У меня тоже есть, конечно, сомнения, но... Надеемся на лучшее, а готовимся к худшему, вот так я скажу. Выйдет, будет хорошо, не выйдет, опять перенесут, будет ожидаемо. Я немножко расстроюсь, но будет ожидаемо, ничего страшного. Не буду здесь прямо сильно плакаться, что вот горе-то какое. Если выйдет какой-то шедевр, то будет вообще замечательно. Если выйдет какая-то какашка, то ну, будет немножко неприятно. Но не то чтобы я прям мега сильно тоже буду расстроен. Буду к этому готов. Киберпанк все-таки научил жизни. Не только меня. Это так удобно играть с управлением от джойстика на торренте. Да, мне очень удобно. Я во многие подобные игры играю с джойстика. Или ты о другом? Или ты о Человеке-пауке втором, там с ним управление какое-то не такое или что? Я тут сразу вспоминаю насчет управления кривоватого, это когда я Зельду проходил. На ПК, с этими эмуляторами. Вот это было, конечно, вынос мозга. Попробуй там разберись с этим управлением, чтобы как-то удобно для себя играть. Кошмар просто был. Все пройдем, но не сразу. Вот. Это сообщение как раз больше всего подходит. Все пройдем, но не сразу. И Days Gone пройдем. И что там новое будет выходить, все пройдем. И Horizon 2 пройдем, и Stalker 2 пройдем, и Diablo 4 пройдем, и что там еще в планах? И Control пройдем, и Человеки-пауки пройдем, и еще много чего, короче, пройдем. И это только большие игры, еще мелких всяких там индюшатин. О, глаза разбегаются просто. И Dota 2. Не, Dota 2 не. Это уже в другую категорию, это уже, наверное, только под заказы. Вот такие вот игры а-ля Dota 2, GTA или что-то подобное. Дальше и дальше нам уже как бы пора идти на задание, а то мы уже как-то слишком долго и просто общаемся. Ну как бы, ты же сам вчера меня спрашивал, что странно, Это что же канал, охотничье угодье? канал 15 тысяч А чем ты зрителей, здесь а 15 тысяч подписчиков, а На тебе зрителей метка нет. искателя. Вот как бы зрители Слышал о появились, таких, пообщаться никогда же не видел. хочется. Матриархи разрешили тебе покидать священную землю и возвращаться? Да, но я бы ушла и без их разрешения. Вот как? Тогда мы можем говорить открыто. Я вообще-то веду дела с Карха. Я представляю группу из Меридиана, Дом охотников. Мы берем к себе юных охотников после некоторых испытаний. Вполне возможно, ты нам подходишь. Не хочешь попробовать себя в испытаниях? Но имей в виду, я бы не хотел, чтобы о нашем разговоре кто-то узнал, особенно кто-то из матриархов. А есть в планах немного фазмофобии? Кстати, хорошее предложение. Я уже давно что-то там типа планировал, типа была идея какая-то попробовать, действительно, когда-то может быть, но главный вопрос, что сам же не будешь в нее играть, там вообще можно самому играть? Вроде можно, но это совсем не то. Это надо обязательно с кем-то. А с кем? Нету с кем. Надо коллаба. Нужно срочно звонить Куплинову.
Делать коллаб фазмофобию. А тебе ведь сюда нельзя. Да, мы с другом перешли границу и вернулись. Матриархи такое, мягко говоря, не одобрят. Мы ведь охотники. Ушли, потому что хотели найти новые стада машин. Потому нам и приглянулся дом охотников. Но карха бы нас не приняли, если бы узнали, что мы нора. Так что к ним мы ходили, одевшись как карха. А потом стало казаться, что мы застряли между двух миров. Не совсем карха, не совсем нора. Мы стали скучать по дому. Не то, не сё. Мы вернулись и устроили свои охотничьи угодья. Думаешь, выйдет? Вот так, без позволения матриархов. Не знаю. Но мы не верим в их запреты. Отгораживаться от мира — это глупость, никому никакой пользы. Что за испытания? Дом устраивает испытания в разных охотничьих угодьях. Это твой шанс проверить свои навыки. И что я получу за победу? Повод для гордости. А еще метки, в зависимости от успехов. Здесь мы проводим испытания орудий. Каких орудий? Охотник должен уметь пользоваться не только луком, но и всем, что есть под рукой, что подвернется. Поймешь, когда начнешь испытание. Что такое дом охотников? Это сообщество. Мы состязаемся между собой, побеждая грозные машины. Дом расположен в Меридиане. Можешь сама там побывать, если выиграешь в испытаниях 3 полусолнца. Но знай, нора они не любят. Я люблю общаться во время игры, желательно, чтобы на заднем фоне дрались машины. А, ну, конечно. На заднем фоне вам, чтобы машины дрались. Еще изволите. Половим призраков, пару стримов. Хорошая идея, да. И я думаю, это и не только мне было бы интересно поиграть, но и просмотры бы, наверное, какие-то были бы даже. С Еленушкой? Я думаю, она не захочет. Коллабы, это, мне кажется... Коллабы она не захочет прям. Ну, когда я играл один, то все было нормально. Ну, в принципе, да, можно и одному, но это прям совсем не то, как бы, я думаю. Прям совсем не то. Выбери испытание, и я расскажу подробности. Ой, испытания только детали, испытания бревен, испытания взрывная нить. Какое испытание? Да. Если честно, мне вообще пофиг на все эти 3 испытания. Я просто первый раз хочу попробовать, что это такое, и дальше, мне кажется, я забью на них навсегда. Испытание стрельбы из лука. Нужно как можно быстрее сбить детали со спин жвачников. Да, я тебе сейчас с геймпада настреляю божественно. Тут ты должна показать умение использовать подручные предметы. Стреляй по кучам бревен, чтобы они упали и раздавили машины. Не забывай, что Опять с помощью стрелять. пращи можно устроить взрыв и отогнать машину в нужное тебе место. Опять стрелять. Тут нужно будет завалить жвачников с помощью взрывной нити. Но тебе потребуется нитемет карха и припасы для него. Можешь купить их у моего друга. Хорошее у вас тут это самое. Хорошо продумали. Пройти испытание, ну, ты можешь купить у моего друга. Хорошо тут приспособились вообще, молодцы, конечно, да. Как только закончишь хотя бы одно испытание, купить боевой лук. Там есть электрические стрелы, а у машин есть синий бак. Если пойдешь туда электричеством, баки взорвутся. Попадешь. Испытание стрельбы. Ладно, давай. Ладно, начну отсчет, когда ты съедешь вниз. Делаем ставки, сколько раз я не попаду.
Отбейте емкости со жвачников. Если я узнаю больше о машине, то научусь перехватывать управление. О, они еще будут бегать. Великолепно. Да. 8 из 10. Эй, стоять. Я ж попадаю. Алло. Да, стрельба с геймпада, она великолепна. Все? Ну, мне кажется, результат просто, мягко говоря, ужаснейший. Это было бы Ужаснейший. привлекательнее, если бы они не искали меня. Чтобы пройти игру, нужно 20-40 часов, а по моим примерно подсчетам 400-500. Ну, это учитывая, как я уже сказал, я вне стримов буду много чего делать, бегать здесь, собирать. А на стримы оставлять буду в основном всякие там доп-квесты, сюжетку или что-то такое более-менее интересное. Я думаю, так мы успеем где-то за около 10 стримов, как и предыдущие игры. Предыдущие игры же тоже были не то чтобы маленькие. Что Цусима, что Человек-паук, что Звездные войны, которые мы там недавно проходили. И там я тоже вне стрима всякую фигню побочную делал, а на стримах только основное. И мы там около 10 стримов или даже меньше все проходили. Как ты первый раз и сразу сияющее солнце? Ты мастер даже для Нора. Да, я мастер. А, да? Ой, я что, самый лучший результат сделал? Серьезно? Боже мой. Испытание стрельбы из лука. Вот Нужно это как ж можно поворот. быстрее сбить детали со спин жвачников. Это поворот. Тут ты должна показать. Давай еще следующий Хороший попробуем. выбор. Съезжай по веревке, я засеку время. Вы достигли 9 уровня. Используя ловушки с бревнами. Где они? Я не вижу. А вот, кажется, вижу. Да, вот. Раз, два, три. Но их надо туда заманить. Ну-ка, побежали. Сейчас они побегут туда. Что? Быстро изготовить боеприпасы? Ты серьезно сейчас... Очень вовремя боеприпасы закончились. Мега вовремя. И вообще туда еще побежали. Молодцы какие. Как их сбивать? Просто стрельнуть мало? Надо так, что ли? Или что, или как? Ну, с первого раза это испытание мы вряд ли пройдем. Пока здесь разберешься с этими бревнами.
уже ускакали фиг знает куда. Но если вдруг начнешь перехватывать без стрима, включи хотя бы камеру и выложи, потом я буду очень рад. Ой, ну это не знаю. В смысле запись сделать? Ну тогда это будет уже без голоса по-любому. А выкладывать это куда? На канал что ли выкладывать? Просто выполнение всяких побочек без озвучки? Не знаю. Стоит ли? Будет ли это кому-то интересно, кроме тебя? Можно расслабиться. Можно закончить это испытание? Я не знаю, что с этими бревнами не так. О. Так я же нажимал точно так же в прошлый раз. Короче, времени все равно потрачено целая куча. Либо заново попробовать, либо вообще на это испытание наплевать. Охрана, отмена. Твое время-то идет. Прервать. А, ты решила прервать? Ага. Тут ты Ладно, должна... давай еще раз. Мне уже не... Теперь хотя бы разобрались, что делать. Если опять не получится, то и фиг с этим испытанием. Мы и так здесь уже долго возимся. Побежали. Только сюда, пожалуйста. Ага, давай, давай, давай. Я не понимаю. Я делаю все то же самое, что и все прошлые разы, но когда-то оно сбивается, когда-то не сбивается. Ну, эти испытания в бане. Я сразу говорил, что я вряд ли их буду делать и забью на них надолго. И так и будет. Не отвлекай. А, Всё, ты... всё. До свидания. Мне пора. Я всегда тебя... До свидания, больше мы никогда не увидимся. Что это? Металлический цветок. Вот как раз вот такой вот я, наверное, буду мне стрима делать. Вот эти вот металлические цветки, сосуды. Я так понимаю, это коллекционки просто собираешь, там какие-то загадки делаешь. Охотничьи угодья, это еще один, что ли? Или это не квест? И на это еще задание даже есть. А, ну 16 уровня. Короче, мы идем по следам вождя, вот это вот. Вот туда идем. Пока так. Сколько очков навыков у тебя сейчас? 2. Мы на что-то копим или нет? Вроде вот это хотели, боевой перехват плюс. Чтобы неограниченное время машины оставались нам подконтрольны. Или что-то другое подкачать. Ну да, на канал, и неважно, без голоса, главное, чтобы там был перехват. Будет 3, прокачаем. Перехват плюс, пути сможем поддержать под контроль речи на машине. Ну, окей, тогда копим. Пока идем, значит, дальше. Тупо время потратили в никуда на этих испытаниях. Надо было сразу на них наплевать и идти дальше по квесту. Ну, хотя бы, вот как я сказал, один раз попробовали, поняли, что это полная лабуда, которая мне вообще не понравилась. И больше никогда мы
к ним возвращаться не будем. Только если это не будет каким-то обязательным там по квесту или чем-то типа того. Кто меня ударил? Он стреляет какими-то какашками. Форма, может, в начале видео на ютубе ты будешь делать пометку, что на бусте оно выходит на неделю раньше? Кстати, наверное, да, наверное, что-то такое надо будет сделать. Я так-то в сообществе сделал как раз эту новость, но как раз в сообщество мало кто заходит и мало кто это увидит. Вот на самих видео тоже что-то надо такое сделать. Либо в начале видео, либо в конце видео как раз вот это упоминать надо будет. Начиная со следующих серий. Если я не выброшу. А то просто напоминание в сообществе маловато, мне кажется. Его мало кто смотрит, к сожалению. А других мест, куда я бы выкладывал какие-то новости по своему каналу, у меня пока нет, кроме этого самого сообщества или Бусти. Но на Бусти еще меньше народу, мне кажется, смотрит, чем сообщество. Он не из Нора. Опа. Это что, доп-квест какой-то внезапный? Визор поймал какой-то сигнал. Надо его просканировать. Ты кто? Тут опасно, девочка. Опасно для тебя. Это у тебя чужак. шапка такая Это или земля это Нора. волосы? Да. Нарушение границы карается смертью. Тоже мне страшная кара, подумаешь. Видишь? Вот он умер и не жалуется. Кто это? Убийца. Вор-работорговец. Только порочил честь приличных убийц. Варл сказал, на дорогах орудуют разбойники. Ну, рано радоваться. Они не всегда сами тебя находят. В основном просто разбивают лагерь и сидят там, как мухи на мясе. Но можно пойти поискать их самим. Ты мне нравишься. Видишь дым по ту сторону руин? Встретимся там. Идет? Новый лагерь разбойников. Мой уровень рекомендованный. Ой, как далеко. Это мы и сделаем, но в будущем, не сейчас. Сейчас мы идем дальше туда. Может, больше людей подпишется. Когда, да, со следующих серий буду упоминать это в самих видео. Вот, и, кстати, как раз насчет этих, Алексей, видео, о которых ты говоришь, что записывать геймплей, который я вне стримов буду здесь бегать в Horizon. Это, да, будет без голоса уже, скорее всего, и вот как раз можно будет, наверное, на бусте их выкладывать. Вот на бусте сможешь тогда и смотреть. А на канал я не особо хочу просто выкладывать такой побочный контент для галочки. Это такие видосы будут ни о чем. А вот на бусте просто как коллекцию, как про запас, можно будет туда выкладывать. Ты знаешь, что такое бусти? Стрим будет еще идти 2 часа? Да, скорее всего. Он еще только 1,5 часика идет, и мы, собственно, еще почти особо ничего и не сделали. Мы там в начале немножко сюжетки прошли, продвинулись, и дальше вот нас отпустили наконец-то в открытый мир. Ну, типа открытый мир. И мы вот пока деревня Нора. немножко бегаем, вот на этих испытаниях застряли, и особо больше ничего сегодня и не было, так что да, мы еще немало сегодня посидим. Попробуй туда призвать свою ездовую машину, посмотрим, как она отреагирует на врагов. Ой, не то. Не то. А почему не могу вызвать?
А я не могу вызвать. Ладно, тебя приручим тогда. В бой. Побежал, побежал, побежал. Началось. Нужно как-то Это что такое было? управление другими машинами. Кстати, бесшумную атаку мы еще ни разу не протестировали. Удивительно. Ау. Да, моего так побили не слабо. Это поворот. Тогда спасибо не надо. Лучше я здесь на стримах что посмотрю. Ну тогда как хочешь. Я справлюсь. До сих пор на меня кто-то агрится. Видимо, здесь на них и напали из засады. Жуткое зрелище. Может, Сона оставила хоть как много машин. Всеми управляли убийцы. Пригнали их целый табун. Я помню, он не навсегда твой. Да-да-да, я помню, что там мы как раз ждем этот навык, чтобы прокачать, чтобы он был неограниченное время под нашим контролем, а пока он не навсегда с нами. Это я помню. Нора смогли завалить демона. Но прежде убийцы заставили его напустить на них другие машины. Кто? Кто это сказал? Ты кто? Говори со мной. Воин! Все перебиты или ранены. Есть тут воины или целители? Я одна. Ты ранен. Что случилось? Все сразу. Там просто кошмар. Сона отправила меня с донесением. Все равно от меня толку нет. Варл сказал, что Сона выследила убийц. Она их нашла? Мы шли по их следу, но они раз за разом насылали на нас свои машины. Я уже не мог идти быстро. Сона отправила меня назад передать, что она продолжает погоню. Так ты был здесь, когда на вас напали? Да, после инициации думал, что хуже быть не может, но ошибся. Сона задержалась в хвосте строя, а те, кто были впереди, рванули в атаку без приказа. И прямо в их ловушку. Если бы не подоспела Сона, никто бы не уцелел. Варл отправил меня искать Сону. Ты знаешь, где она сейчас? Могу сказать, где мы расстались. У железной башни к юго-востоку от руин в жажде беса. Иди туда, в сторону холма с одиноким камнем. Я вернусь в объятия и доложу обо всем Варлу. Пусть хранит тебя богиня. Без нее тебе не выжить. Ты же дрался пилозубом. Хочешь его приручить? Пилозуб.
Это вот этот. Так мы же пока не можем. Перехват недоступен пока что. Так, опять бежать. О, тут еще 2 квеста. Ладно, давайте сюда. По пути заглянем. Форум подготовил что-то к стриму? Какао подготовил сегодня. Горячий. Попивать из еды ничего. Один наверху, другой там. По пути встретишь одну машинку, она будет покрупнее. Вот просканируй ее, попробуй перехватить ее. Перехват у тебя есть, под ней будут машины поменьше. Перехват есть у тебя. Окей. Когда доберемся до нее, напомнишь. Этот воин. Ему очень больно. Да. Он скоро умрет. Тут ничего не поделать. Я видела, как умирают. Но не в таких мучениях. Я хочу быть сильной, как ты, но... Я не могу ему помочь. У меня даже нет сонной ивы, чтобы унять боль. Сонная ива была в тайниках на восточных тропах. Но я не могу оставить его. А может, ты сходишь вместо меня? Ему бы чуточку ивы и стало бы легче. Может быть, и схожу. Там тебя спрашивали, подготовил ли что-то к стриму? Я ответил уже только что. Ты сказала, что ты хочешь быть сильной, как я. Значит, ты знаешь, кто я? Знаю. Тебя не хотели видеть на инициации. Но если бы не ты, все бы погибли. Это всем нам урок. Племя отвернулось от того, кто был нам нужнее всех. Мне б хоть каплю твоей смелости. Для него. Смелости у тебя предостаточно. Хорошо бы. Так, еще раз гляну. Работает ли рестрим бот? А то мало ли опять там на Твиче кто-то пишет, а тут... Тут он опять может не фурычить. Так, вижу, были 2 сообщения от Эмикса, и они опять почему-то не показались с Твича. Что за дела? Ну-ка, обнови. А Оливка и Влад заходили на стримы в последнее время? Оливка пару раз заходила, да, на Цусиме. Опять было много текста из ее новостей, а Влад нет. Влад уже 100 лет не заходил. Последний раз то ли на Человеке-пауке еще каком-то из первых стримов заходил, то ли когда. Очень давно уже не было. Оливка вот на Цусиме заходила. На каком-то из крайних стримов. Так, вроде все теперь нормально там. Что произошло с этим воином? Ангелина, аналогично, Ангелина. Еще даже... Когда на войско напали на гряде. Еще даже дольше, Нести чем его Влад, до наверное, сердца не матери заходил. было нельзя.
Ну, принесли это сюда. мы в курсе, что она там Я у должна нее его с утешить, но я могу часовыми, лишь часовыми поясами напомнить об улыбке матери. проблемы, так что у нее со временем трудновато то, что в смысле того, что мои стримы по времени с ее временем очень сильно отличаются, так что тут понятно, что она очень редко к нам заходит. Но так-то, да, тоже. Даже не помню, на каком стриме на последний раз было. Отсюда было видно сражение? Слышно. Взрывы, крики. Вот Кирилл частенько Эти захаживал. машины выли, как чудовище. Он постоянно бормочет про это. Про машины, которые разрывали людей на куски. Как его успокоить? Помочь забыть все это и уйти к матери с миром? Ванек уже 1000 лет не заходил. Еще с весны, наверное. Вообще много кто из тех, кто когда-то там заходил, еще полгода назад где-то, уже тоже их полгода не видно, не слышно. Игра, представь, твой стрим начинается в 20:45, и у нее стрим начинается в 6 утра. Ну да, где-то так получается. У нее разница со мной и до этого была немалая, а у меня, как я вам рассказывал, неделю или две, сколько там времени прошло уже. Да, неделю назад как часы перевели, и теперь еще на час больше разница стала, так что у меня и с вами разница в час теперь, а с Ангелиной тем более. Допустим, у меня стрим 8, у нее стрим начинается где-то посреди ночи, как раз как ты написал. У меня и с вами теперь разница в час. Я начинал сегодня стрим в 7:45, а у вас получилось в 8:45. Вот такие дела. Так, у кого уже полгода не слышно, скорее всего, ты прошел их любимую игру, они не видели смысл смотреть тебя дальше и ушли. Может быть и так, скорее всего, но там по-любому были и такие люди, которые заходили только на один какой-то стрим, глянули, и потом все, их не слышно, не видно. Но были много людей, которые захаживали на разные игры, которые им, может, и не нравились. Ты-то их не знаешь, а вот я припоминаю, было много таких человечков, которые там на давних стримах просто сидели и болтали мы с ними. И игра им вообще была неважна. Так что тебе Вот нужно? их тоже уже 100 лет не видно, не слышно. Это масло из коры водяной ивы. Оно помогает унять боль. Запас иссяк, но охотники хранят сонную иву на тропах, подальше от зверей и машин. В тайниках на восточных тропах могла остаться. Ты юна для целителя, правда? Да, я пока еще только учусь, но все целители сейчас в сердце матери. К тому же, этого беднягу не спасти. Нужно лишь быть рядом с ним. А это я могу. Если будет возможность, я поищу сонную его. Правда? Спасибо. Надо хоть как-то помочь этому воину. Еще один квест взяли на будущее. Соль на рану. Это он где? Это он на востоке. Тут рядом еще один есть квест, еще один. Сейчас возьмем. Поговори тут с одной женщиной, и она вам расскажет много чего интересного. Еще бы найти эту женщину. Ты Элой, да? Говорят, ты теперь искатель и можешь покидать священную землю. Да, чтобы догнать напавших на племя. Я бы не посмел выйти за пределы. Но моя сестра Накоя, как ты, бесстрашная. Она пошла на север искать воина Карха по имени Заид. Он водил красные набеги. Он опасен. Я очень за нее волнуюсь. Кстати, почему-то именно на твоих стримах у меня какая-то аномалия, у меня полоска со временем стрима пропадает, грубо говоря, перематывать время я не могу. Вот у меня пишет, что я
Опаздываю на 20 секунд. Это не аномалия, это у меня специально в настройках стрима так сделано, что перемотка выключена. Это сделано из-за того, чтобы задержка была на стриме минимальная просто. И не только из-за этого, там еще что-то, еще это на что-то влияет, вот эта вот перемотка. Но не бойся, это не аномалия, это не что-то там у тебя поломалось, это у меня в настройках стримов специально эта штука включена. Вернее, отключена. И что же, матриархи разрешили на Кою уйти? Нет, ей отказали. Но на Кою ничто не могло остановить. Этот Заид, он зарезал нашего отца. У Накои на глазах. Пока она пряталась в погребе, и она изменилась. Да, но когда ты говоришь, что я вот, что ты уже отвечал, я не могу прямо сейчас посмотреть и прослушать, что ты там ответил, а потом я просто забуду. Но в этом, да, есть вот этот минус, что у меня отключена эта штука. Но такое бывало редко, поэтому я в основном всегда отключал. Для меня всегда, если честно, были только плюсы от этого. Но вот сейчас как раз вот ты зашел, и с тобой здесь получился минус. То, что вот ты хотел бы отматывать, что-то там переслушать, пересмотреть, но не получается. Может, буду включать дальше. Раз уж теперь ты, как говорил, будешь захаживать на стримы и смотреть, то, может быть, и буду включать теперь. Почему бы и нет, наверное. Хотя будет тогда задержка какая-то. Я не знаю, какая именно, она там будет большая или может не особо заметная. Смысл, что я здесь вообще парюсь, не знаю. В пору набегов я была в изгнании. Тяжело вам пришлось? 10 лет Карха нападали без предупреждения. Такие, как Заид, убивали воинов и уводили людей, чтобы принести в жертву. Но потом их безумный король умер. Матриархи говорят, его сын хочет все исправить. Но на Кое этого мало. Что же с ней не пошел? Покинуть священную землю и сгинуть из вечной памяти матери? Нет. Я и на Кое умолял остаться, чтобы избежать этой участи. Но она ушла все равно. Не знаю. Неужто она будет проклята за то, что мстит за отца? Это так жестоко. Я ее поищу. Благослови тебя, мать. Матриархи уже не разрешат ей вернуться, но я просто хочу знать, что она жива. Она прошла через венец матери. Там живет тетя Салай. Расспроси ее. Может, они виделись? Эмикс, видимо, отошел спать, как и все нормальные люди. Услышь мою молитву. Не знаю. Я склоняюсь пред тобой в смирении. Так, взяли еще один квест, получается. Месть дочери. Ну, он вообще для 15 уровня. Пока рано. Мы идем пока дальше по сюжетному. Так, не этот, а вот этот, по следам вождя. Идем на восток. И прошу силы. Не спать, но отошел. Вот, Эмикс еще с нами. Вот товарищ, который на Твиче был, вот он уже, наверное, отошел. Потому что уже давненько его не слышно, не видно. Да, судя по тому, что я смотрю. Взяла.
Кстати, вот этих мы еще не приручали. Надо бы для галочки их тоже. А их нельзя, что ли? Только бесшумная атака. Ну нельзя, так нельзя. Пригнулась и ничего. Оленей ты не можешь перехватить, ты не прошел нужный котел. Ясно, ясно. Визор Вот. поймал какой-то сигнал. На практике глянули, его что не можем. Что просканировать? Что она сказала просканировать? Доберитесь до места, где пропала Сона. У нас уже 700 древесин. Это пока. Мне кажется, этого много, но потом это все моментально улетучится, скорее всего. Опа, 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 опа. Там кто-то большой ходит. И опасный. Пилозуб. Давненько мы с ним не встречались. Короче, видишь там, где синяя точка на карте? Туда. Вот это? Больше никаких синих значков не вижу на карте. Попади огнем в оленя, что у него светится желтым баки. Так, надо выбрать еще огненный стрел. Было бы здорово, если бы я могла перехватить управление. Где бы этому научиться? Было бы здорово, да. Что это лежит? Ты про вот эту синюю точку, может, говорил? Нет, это просто носитель данных. Где он? Вот он. О! Я так и предполагал, что сейчас будет большой бум. Визор по-прежнему указывает на сигнал. Он там немножко подгорел. Поди огнем, так это я читал. Можно сзади бесшумной атакой лупануть, чтобы много хп снять? Скоро рассветет. Я не хочу рисковать. Да-да, я вижу, что у него внизу тоже есть такая штука. Я хотел бы попробовать к нему сзади подойти бесшумной атакой и лупануть. Можно и стрельнуть, конечно. Не поворачивайся ко мне. Нет, нельзя его бесшумной атакой. Вот это и беспалевный. Можно.
Попробуй еще попади в эту штуку поднять. Вуаля. Ну вот протестировали, что можно его ударить бесшумно сзади. А попасть по этим зеленым банкам, к сожалению, так и не получилось, судя по тому, что большого бума не было. Ух ты, какая большая штука. Такими их Раст и описывал. Сигнал исходит из головы. Надо туда залезть. Какая большая ходячая штука. Опять дождик. Сохранимся. Вот тебе подсказка на будущее. Если рядом есть машина, точнее ее трупы с зелеными багами, то туда можешь попасть, чтобы их взорвать. Ага, хорошо, запомню. Огненной стрелой в зеленые эти штуки. И будет большой бум. Все запомнил. Так, стоп. Еще носитель данных. Так, и как мне забраться на этого жирафа? Где он? Здравствуйте. Вы тут не в тему. О, 10 уровень. Теперь у нас есть 3 очка, и теперь мы качаем боевой перехват плюс. Супер. Думаю, отсюда получится на него запрыгнуть. Серьезно? Мне кажется, еще не получится, надо еще повыше. А как повыше? Тогда просканировать его еще точно надо. Длинношей. Длинношей. Перехват доступен. Его можно перехватить. Где, как? Это надо на голову залезть или что? И жвачник еще, точно. Длина шеи, жажда беса. Носители данных. Ясно. Просканируй эту штуку, во-первых, ты можешь ее перехватить. Да-да-да, я уже посмотрел. Она может выпустить импульс, который нанесет урона треть нейтральную. Она нейтральная. Это не жираф, а длинношеий. Ну, как скажет. Отсюда можно запрыгнуть на длинношей. О. Получилось. Теперь надо добраться до головы. Перехватить. Терпение и быстро. Значит, длинношей запоминает все, что видит, и посылает изображение другим машинам.
И на шее завершено. И нам еще карту открыл. О, какая красота. Это он далеко карту открыл. Очень далеко. Ё-моё, как много всего. Что это такое? А где легенда? Как посмотреть? Ага, вот. Нет, это не легенда, это просто эти самые значки. Квесту нам еще немножко дальше пройти. Да, видишь, он теперь весь в синих проводах, это последствия перехвата, вижу. Какое у тебя пока что сложилось мнение об игре? Пока что такое же, как и тогда, когда я в прошлый раз в нее пытался играть. Я же рассказывал тебе эту историю, мне не надо сейчас ее еще в 40-й раз повторять. Потому что я уже когда-то в нее пробовал играть, но забросил. И вот пока что я вроде еще на том моменте, когда я сам еще тогда играл. Вот где-то уже начиная с этих территорий, там я уже не был. Там я уже не помню ничего. Вот начиная с этого момента уже для меня все будет абсолютно новое, и там уже надо будет дальше оценивать и сюжетку, и новые территории, и так далее. А пока вот оцениваю то, что мы уже здесь были, вот эти вот все места, ну, для меня это уже не новое, я более-менее что-то здесь видел, более-менее что-то помню. Не все, конечно, но отрывками что-то помню. Вот этого длинношея тоже я помню, как по нему забирался первый раз. Ну, что-то как-то оценить, первое мнение какое-то. Ну, я уже говорил на прошлом стриме, то, что она мне очень сильно напоминает Far Cry Primal. Я думаю, понятно почему. Также она мне, естественно, нравится, как и остальные игры с открытым миром, подобно тем, которые мы уже проходили, что Цусиму, что Человек-паук, что Звездные войны. Также она мне прям очень понравилась, как и именно Цусима и Человек-паук, как именно вот эти две игры, тем, что она тоже портирована с PlayStation на ПК и портирована на капец как хорошо. Не знаю, как вы, может, замечали или нет, но вот я лично как играю, вот эти игры, которые были портированы, насколько я знаю, это одна и та же студия или один и тот же, не студия, а как это называется, издатель или портер, не знаю, как это правильно называется, которые портирует как раз именно эти игры с PlayStation на ПК. И вот вроде как это одна и та же типа студия, ладно, назовем это так, портировала все эти игры с PlayStation, и вот как же они хорошо портированы, как же здесь все оптимизировано великолепно просто. Как будто я сейчас играю на 5-й PlayStation, и все здесь просто балдежно, великолепно. Управление, ну управление понятное дело, но оптимизон шикарный просто. Что Человек-паук я играл, там просто никаких там каких-то ужасных лагов не было. Ну там какие-то мелочи совсем были, но это во всех играх бывает. Но по сравнению с какими-то, не знаю, другими играми, тем же, например, Silent Hill, который я играл один стрим, вот там оптимизон был вообще... Может это только у меня было, или может у многих. Оптимизон был не очень какой-то. Эти вот подобные игры просто офигенно сделаны. И красивые. Массы эти просто какие красивые. Геймплей нам нравится. Открытый мир, все дела. А если говорить про вот эти тематики роботов, то... Запас карман не тянет. Это не то, чтобы мне как-то мега сильно нравится, но и не нравится. Такое. Нормально, средний. Я к этому нормально отношусь. К этим всяким постапали... Господи, язык не сходи с ума. Постапокалип... Я сейчас это выговорю. Я это выговорю. Постапокалиптическим вот таким играм или... Видимо, это и есть. Чему-то подобному такому. Я отношусь тоже как-то средне нормально.
Бывают, конечно, когда-то моменты, когда вот хочется вот что-то определенное больше сыграть. Вот я когда-то рассказывал, что ту же супергеройку мне в какой-то момент не очень хотелось играть, вот вообще не было настроения это играть. Но вот недавно Человека-паука прошли. Значит, типа настроение было все-таки. Также и здесь. Один навык. Так, один навык. На что-то может опять копить или нет? Или не копить? Или копить, или не копить? Синие провода есть у всех машин, которые тебе подчинены. На карте синий треугольник. Это котел Сигма. Там ты сможешь перехватить оленей, падальщиков, белозубов. Синий треугольник синий. А, вот вижу, да. Вот этот. Это охотничьи угодья, эти испытания отвратительные, это мы уже выяснили. Вот это я не знаю, что это такое пока. А вот этот треугольник, как ты сказал, это откроет нам новые взломы, ясно, понятно. Я бы начал на твоем месте прокачивать ветку охотника, тихое касание. Беззвучное касание. Ты про это? Но меня смущает, что вот здесь написано только после прыжка. После прыжка Элой приземляется на землю абсолютно бесшумно. И все. То есть, если я не прыгаю нигде никуда, то она так и будет привлекать внимание, и этот навык будет бесполезен. Вот это продолжение. Элой приседает, противникам труднее ее заметить. Это когда на приседе просто более незаметной становится. Но не то, что прям совсем бесшумная и прозрачная. Не знаю. Атака сверху. Вот атаку сверху, наверное, я бы прокачал, потому что уже был момент, когда я хотел сверху напрыгнуть на роботов, и не хватало как раз вот этой атаки сверху. Вот это, наверное, стоит поднакопить один навык. После того, как ты пропадешь безумно оказания после прыжка тебе не будут слышать. Прокачал этот навык, где открывают, ты сможешь прокачать следующий навык. Там тебя уже будут незаметным. Вот это сообщение я, если честно, не очень понял. Объясни более внятно, что ли. Продолжение предыдущего комментария, в конце будут им много, когда ты бегаешь, и тебя никто не слышал. И ты супер имба, особенно с перехватом. А ты случайно не путаешь со второй частью? Мало ли. Может, там во второй части какие-то другие навыки, ты, может, там случайно путаешь какие-то навыки из другой части и этой. Ну, мало ли вдруг. Повторяю, более понятно, после того, как ты прокачаешь тихое касание, твои прыжки не будут слышать никто. Ну да, как тут и написано. Навык тебя уже будут просто менее слышать. Последний навык бегаешь, тебя не слышит имба. Дальше мастер уклонения идет. Длинный кувырок, но это вообще не про то. А, вот беззвучный бег. Вот про что ты говорил. А то я смотрю, что здесь сначала идет беззвучное касание, а дальше не привлекать внимания, а дальше идет уже уклонение. Я думаю, что дальше уже просто совершенно другое идет, а тут после уклонения еще вот тут этот бег как раз бесшумный. Все, понял, о чем ты говоришь. А то я думаю, какой бег? Тут вот приседи, тут прыжки. Это же здесь, ну, до него идти, конечно, очень далеко и долго придется. Он еще и стоит 3 навыка, и тут 3 навыка, и тут 2 навыка, и тут навык. Это раз, 3, 6, 9 навыков на это все надо. Это, конечно, с ума сойти. Мне кажется, перед этим у меня еще тут полно чего другого более полезного в первую очередь на данный момент будет. Например, как я сказал, вот этот удар мне
Уже несколько раз были моменты, когда пригодился бы. Вот насчет этого я не уверен. Прицеливание в прыжке такое себе. Как и вот это. Вот эти два навыка я не знаю, буду ли вообще качать. Критическое попадание плюс. Тоже пока не знаю. Сильные руки. Тяжелое оружие. Тоже пока не знаю. Вот это, наверное, тоже как-нибудь можно будет вкачать. Больше вероятность сбивать броню компоненты. Ну, наверное, да. Тарьёвщик тоже. Ну, это на ресурсы больше, вот эти уже навыки справа. Просто прокачать тихое оказание и без внимания следующий навык это... Этого пока хватит. Но я хочу сначала сейчас вот подкопить, наверное, на вот этот навык. Просто на данном... Я сужу по прокачке навыков, судя по тому, что у меня было по прошлому опыту, и что мне пригодилось бы, а что на данный момент пока мне особо не пригождалось. Вот этот удар, как я сказал, мне бы пригодился уже несколько раз. А вот тихое касание, беззвучное касание, точнее, после прыжков, ну, я не помню особо такого, чтобы мне пригождалось, чтобы я прям прыгал откуда-то. Меня полили. У меня в принципе палец везде. Мне даже прыгать не надо особо. Вот когда у нас будет где-то 3 навыка в запасе, и можно будет сразу прокачать и это, и потом сразу вот это сходу. Как-то так, наверное. Так, куда мне дальше? А, я уже пришел. Окей. Это я приберегу. Представь, что твой враг отошел на расстояние, ты не сможешь его убить сверху, а при помощи тихого касания ты сможешь тихо прыгнуть и добить его. Чтобы прыгнуть, это надо, чтобы была возвышенность где-то рядом. Я же не буду вот так к нему, с припрыжку к нему подбегать бесшумно. Не знаю, это считается как бесшумное вот это вот дальше. касание с прыжками? Или это только с возвышенности? Когда вот так вот свысока где-то падаешь куда-то. Типа того. А если возвышенности не будет? Здесь они сделали привал. Наверняка они очень вымотаны после сражения. Осмотрите местность. Что там, что там, что там, что там? Да что там появляется? Осмотри, повязка. Это бинты. Тот воин не единственный, кто был ранен. Попробую найти кровавый след. Надо посмотреть через визор. Угу. Мясо свежее. Сона с отрядом должна быть близко. Я отойду минут на 5, запомни. Зараженные машины боятся огня. Перехватывать нельзя, у них красные глаза и красные провода на шее. Хорошо. Тут следы. Следы и кровь. Сона с отрядом шла к тому хребту.
Мертвый Пелозуб. Может, его убили люди Соны? Смотрите, Пелозуба. Так, мне кажется, тут какое-то место для боя, что ли. Какая-то мини-арена. Это мне это... Возвращайтесь к своим делам. Это мне так... Чуйка подсказывает. Опа. Кажется, чуйка не подвела. Повезло тебе сейчас. Еще мгновение, и Пелозуб разорвал бы тебя на куски. Полмгновенья, и я б сама его убила. Так вы и есть вождь Сона? Варл послал меня. Он защитил врата? Да, доблестно. Я видела, как он сразил машину, но он за вас боится. Нашему племени нужна сила, а не страхи. Я нашла убийц, напавших на племя. Я жажду мести. А ты? О, да, еще как. Так докажи. Мне нужна твоя сила. Идем. Опять меня Убийцы используют. Вот за этим гребнем. Роются в проклятой земле. Там похоронен грех предтеч. Машины-демоны. Я про них знаю. Убила одну у дозора матери. Смелое заявление. Подкрепишь ли ты его делом? Мистер Кабан. Раз уж вы сами ко мне прям подбежали, то я тут не виноват. Остальных я отправила прятаться вон в ту рощу. По сигналу они атакуют. Враги и машины превосходят нас числом, но зато ярость придаст нам сил. Может быть, по-другому. Объясни. Огнежар. Они применяют его для взрывов. Так и яму эту вырыли. То есть надо его поджечь и... Бум. Так и поступим. Стоп, стоп. Не торопитесь. Давайте я сначала к ним подкрадусь. Если я их спугну, стреляйте. Хорошо. Ну, прояви себя. Стелс? Вы что, хотите сказать, что сейчас будет стелс? Я против стелса. Я за большой бум. Побьем вот этого врага. Полегче. Что-то чуть не убили.
Вот опять сейчас бы пригодился удар сверху. Как же они больно бьют. С возвращением, Алексей. Или в этот раз попробовать реально по стелсу. Куда сверху здесь бы не пригодился, ведь бы ты бы тарзанкой спустился, так нельзя. Может стелс? Может и стелс. Хотя бы попробовать можно. Она успела меня все равно заметить, да? О. Ай, меня скинули. Тьма направит твою Ничего не вижу. Что ты делаешь? Какая ловушка? Хватит мельтешить! Какую-то ловушку еще поставил случайно. А ну возвращайся в бой и дерись! Все, я нашел врага! Стоп, стоп. Прощай, ничтожество! Огненные. Бум. Бум. Остановитесь. Слепить меня. Еще один. Видел ее! Куда она улизнула? А, паркур божественный. Все. Враг где-то спрятался! Какой ты беспален. Ой, как же мало урона. А нет, нормально. Вот теперь все. Так, секунду, сначала лут. Здесь сзади зеленые баки огнем туда. Говори. Это не все убийцы. Точно было больше, я их считала. Ну ничего. Я готова гнаться за ними хоть до предела копья. И дальше.
Слушайте, вы ранены. Мои раны не твоя забота. Я понимаю вашу решимость, но вам нужен отдых. Она права, вождь. Дай ранам время зажить. Варл, что ты здесь делаешь? Я приказала тебе остаться и защищать врата. Я и защищал, пока туда не прибыл гонец и не рассказал о встрече с Элой и о том, где ты. Врата под надежной охраной. Я должен быть здесь, с тобой. Я хочу отомстить. Это мое право. Я пока осмотрюсь здесь. Может, пойму, куда пошли остальные убийцы. Мне все равно. Меня никто не слушает. Мама. Меня никто не слушает, меня никто не любит. Смотрите место раскопок. Может, после этого задания до котла сходим, новый перехват откроем? Это ты про вот это вот? Аж сюда бежать? Ну, не знаю. У меня уже много вещей. В смысле? Так, камень. Я про эти камни уже забыл с самого начала игры. Так, что еще тут осмотреть? У тебя есть свисток, он лучше. Вот и я о том. Не зря же мы его качали. Эти камни, я ими не пользовался еще, наверное, с обучения, когда Элой была ребенком. Командиры, за минувший месяц из-за взрывов огнежара погиб десяток бойцов. Поэтому в Железном кольце я распорядился поместить все запасы огнежара в крытое хранилище, защищенное от искр и молний, а также приставил к нему охрану. Или примите аналогичные меры, или ответите за последствия. Начальник снабжения Ферран. Хранилище с огнежаром прямо внутри лагеря. Взорвем, и мы победили. Гениально. Кое-что узнала. Остальные убийцы разбили лагерь в Железном кольце. Вы знаете, что это? Чтоб их. Железное кольцо в руинах злости беса. Это запретная земля. Я вернусь к матриархам. Попрошу разрешения. На это нет времени. За кровь своих надо пролить кровь врагов. Если земля проклята, наша месть вернет ей святость. Богохульник. Прошу тебя, нарушь запрет. Злость беса — проклятое место. Но, может, метка Искателя нас защитит. Отправлю разведчиков. Мы соберемся возле утеса над Красным Эхом. Оттуда и пойдем в атаку. Хороший план. До встречи. До встречи. Элой. Спасибо. Еще что-то скажешь? Ты еще не знаешь, во что я нас втянула. Ладно. Кто там по навыкам? Угу. Беру атаку сверху свою. Надеюсь, скоро сможем протестировать. Так. Квест дальше. Куда нам там? А, нам все равно в любом случае по квесту наверх идти. Прекрасно. Котел? Ну, можно и в котел, раз уж нам в любом случае идти наверх. Доп-квесты сейчас делать или вот это все исследовать я пока, наверное, по-любому не буду. Это я либо оставлю на следующий какой-то из стримов, когда мы будем прям полностью весь стрим посвящать доп-квестам всяким. Или, может, не стрима, там вот этим всем займусь. По крайней мере, вот этими вот всякими значками вопросов. Пока ладно, идем вот сюда. Это же котел, да? Котел. Идем мы в ваш котел. Еще бы залезть. Мистер Кабан.
Так, стоп, стрелы верните на обычно. И изготовить еще про запас. А я не могу еще что-то прокачать? Для ловушек? Нет, ловушки я не буду качать. Ловушки в последнюю очередь. Кстати, сколько уже стрим идет? 2:40. Ну, еще где-то час, наверное, точно можно будет поиграть. Еще один мистер Кабан. Стоять. Ой, еще и кролик под руку попался. Живодеры. Тихо, тихо. На входе будет охрана рыскарей падальщиков перехватим. Ну, как вариант. И будем наблюдать, как они там друг друга поубивают. Хорошая идея. И еще одну такую. Твоего коня перехват пропал, ведь ты тогда еще не прокачал новый навык. Найдем нового. Да, теперь у нас прокачан этот самый навык на бесконечность. Да, надо бы найти нового. Чтобы всегда можно было кататься. Но пока, если честно, мне хочется на своих двоих побегать. Пока у нас самое начало игры. Это уже там ближе к середине, мне уже надоест просто везде бегать и захочется поскорее уже перемещаться, и там будем на коне ездить. Про лагерь бандитов среди руин. И телепортироваться уже почаще будем. Тут нужно быть начеку. И, кстати, в этой части только на коне можно кататься или на еще каких-то транспортах? Потому что знаю, что во второй части там и полетать можно, например. Вот видишь, у моей темной башке есть еще что-то хорошее и светлое. Вижу. Так, это не те, кто нам надо. Может пригодиться. Этих мы не трогаем. Сохраниться. Так, опять сюда. Кстати, по пути вроде как это лошади местные, правда? Как раз по пути приручим одну. В этой части можно кататься на 3 машинах, но все они одинаково отличаются, только у кого-то есть рога по типу ленторога, у кого-то недорогого по типу бегун. Жалко. А во второй части, кроме летуна этого, не знаю, как он там называется во второй части, на котором летать можно, еще там есть что-то новое по сравнению с первой частью. Особенное. Полезная травка. Правда, горькая. Начинается, уже на меня кто-то бежит. Просто не попадайся ему в глаза. Нападаете или как?
Или нет? Или они там на кого-то другого заагрились? Что тут происходит? Бойся, Нора! Ты кто? Это свои? Не высовывайтесь! Не попал. Ну ладно, давайте, короче, дальше сами. Справитесь? Я иду своим путем. А во второй части там можно кататься на мини-динозаврах, безумно силен, можно кататься на сикаче, это кабан, кислотный олень, 2 летающих, 1 DLC, только и все. Ну, все равно побольше выбор, чем здесь. Эй, постой! Могу я с тобой поговорить? Что, мне? Спасибо. Я этого никогда не забуду. Ой, да ладно. Спасибо тебе. Я смотрю на тебя и понимаю, каким человеком хочу стать. Хвала Великой Матери. Спасибо тебе. Спасибо, спасибо. Кстати, мы до сих пор не наткнулись на этих лошадей местных, которых я хотел приручить. Они же вроде где-то здесь должны быть. Бегуны. Ну и где они? Зачем ты убил моего оленя? Ты его еще не сканировал. Ой, да? Упс. Где бегуны? Вот бегуны. Нет, это не бегуны. Это этого я не сканировал. Жвачник. Нет, сканировал. Если увидишь оленя белыми бака, просканируй. Ну, если не забуду опять. Не знаю, что-то нету здесь бегунов. Либо все разбежались, либо не знаю что. Планировал кого-то приручить, чтобы можно было кататься. Но никого нет. Тут 2 оленя. Первый это зелеными баки, но мы их уже видели. Баками. Ты его уже сканировал. Ага, и с белыми. Белыми я еще вроде не видел. Ну или не обратил внимания. Зеленый ход мы уже не раз видели. Эй, ты! Ты пришла помочь? А то нас тут сейчас всех убьют! Это что такое? Падальщик. Ну-ка, секунду. Перехват недоступен. По крайней мере, пока. Видишь, падает? Кто-то орёт.
Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Солнце указало нам путь. Солнце указало вам путь, конечно же. Это можно хранить. Здесь был новый вид машин красноглазый. Я опять кого-то пропустил. Что ж такое? Я думаю, красноглазые это потому, что они на меня заагрились. Они же все, когда на меня нападают, они все светятся красным. Помню, ты говорил, что там есть еще какой-то вид с именно красными глазами. Хвала солнцу. Как раз помощь воина нам бы не помешала. Начальник всучил нам не тот ящик, мерза. Написано стрела, а там голый древесник. Мы безоружны против целой стаи рыскарей. И не только. И я постараюсь помочь. Рад слышать. Помощь нам. Тревога! Сюда идет долгоног! Ой, это что-то новенькое. К оружию! К оружию! Сейчас будет шумно. Такого мы точно не сканировали. Долгоног. А этого я сканирую. Давайте поднажмем! Во имя солнца! Вау! Как же больно. Надо было вывернуть нашу сторону! Так, стрелы, стрелы, стрелы. Я сейчас убью. Ух. Неплохо. Помни, когда ты хлопаешь чьи-то трупы, там наверху будет название. Если там название машины, которую ты не просканировал, ты можешь его сканировать. Его труп. Если ты уже собрал ресурсы, то нельзя. Оставлю на потом. Так, и кого из них я сканировал, кого нет? Ну, его я сканировал 100%. Возьму в дорогу. Ты не просканировал трубы машины Красноглазого, но ты там уже собрал ресурсы, так что нельзя. Эх.
Видал я охотников на машины, но таких, как ты, никогда. Ты нас всех спасла. Беда! Певчих ядер нет! Что? Не может быть. Разве что это Дерит их украл. Когда на нас напали, один из наших убежал. Дерит. Я думал, он просто трус. А он, значит, еще и вор. Далеко он уйти не мог. Да, но у нас нет сил за ним гнаться. Тогда пойду я. Но в этот раз за плату. Справедливо. Вернешь певчие ядра, получишь свое. Еще какой-то квест. Это куда? Это куда? Показать на карте. Это прямо здесь, что ли? И запомни, когда ты просканировал падальщика, посмотри на треугольник красный. Нельзя, если... А вот при сканировании скорее синий. Окей. Да, я тоже за, чтобы идти дальше в котел. Мы по пути шли и наткнулись на какой-то квест. Неожиданно. И что-то отвлеклись. Котел Сигма. Котел. Наверняка туда можно как-то пробраться. Да блин, застрял. Их там трое. Кстати, может здесь протестируем удар сверху? Наконец-то. Или нет? Это этот красноглазый? Я опять ничего не вижу. Что такое? Слишком много модификаторов, что ли? Тогда придется разбирать. Если он был с красным глазом, там была приписка. Так, это такой. Давайте разбирать, значит. К сожалению, мне пора. Да, к сожалению. О, полезная травка. Жаль тогда. Ну, значит, будем прощаться. Спасибо, что зашел сегодня, что просидел целый стрим. Можешь, если что, в записи там досмотреть, если будет интересовать. Получается, буду я проходить вот эту штуку с Сигмой Вот уже эта без тебя. дверь. Как же ее открыть?
Так, удерживать. Что же здесь будет? Смотрите, котел. Железо, свет. Я как будто попала внутрь гигантской машины. Я как будто в киберпанке. Выглядит как треугольная труба. Для чего она? Вот это ваншоты. Опять не вмещается. Эти устройства доставляют куда-то детали. Куда? Ничего не понятно, но очень интересно. Вон та штука рядом с провалом. Что это такое? Удерживать, удерживать. Очень кстати. Что ж такое? Эти устройства доставляют куда-то детали. Может, и мне на таком прокатиться? Подожди, там еще были развилки в другие стороны. Я не смотрел. А, ну понятно. Тупики. Подождите меня. Как бы об этом не пожалеете. Значит, в таких местах создают машины. Но зачем? Это самое сердце. Наверняка. Как мне туда попасть? Офигеть, здесь громадное помещение. Дальше я не проеду. Высаживаемся.
Доберитесь до ядра котла. Что это было? О, удар сверху, удар сверху, удар сверху. Наконец-то мы это протестировали. Вот этого мне не хватало для полного счастья. Эх, ну ладно. Что это такое? 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 Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Идите. Все блестит, все взрывается. Все, остался один большой только. В сторонку. Офигеть, как больно. А у меня хилки кончились. Ты что такой душный? Остановитесь. Босс. Мистер Босс. Ну? Я вас жду. Камон. Наконец-то. Просто все потратил, все хилки, все зелья, все ловушки. О, кстати, могу улучшить вот эти штуки. Для оружия, для одежды, модификации. Оружие еще раз, еще раз. Оружие вообще полностью уже улучшено. Прекрасно. Так, секундочку. Кстати, 3 часа уже стрим идет.
Давайте сделаем. У нас у меня ресурсов все равно полным-полно. По 4 штучки хотя бы каждый. Новый враг. Долгоног. И пока все. Да, бой был трудный. Хороший улов. Вес, почему у меня поменялся вот этот? Ядра котла. Куда? Какие механизмусы прям. Впечатляет. Подхилились. Хоть как-то. То вообще было печально по хпшке. Да, я еще и забыл, кстати, про свой бронебойный лук. Совсем забыл. Чем они отличаются хотя бы. Сердце совсем рядом. Как мне нравятся вот эти ее прыжки прям. Красиво сделаны. Никогда не знаешь, когда пригодится. Ай-яй-яй. Ну не надо. Я не хочу потом опять полдня паркуром заниматься. Спасибо. Это ядро. Как создают машину. Это свет. Только не говорите, что это еще один босс. Всюду исходят сигналы. Огненный бурдюк. Новая машина. Фига себе. Реально босс походу. У меня хилок нет, как я буду с ним драться? Или я смогу его приручить? Да, хотя вряд ли такую махину мне дадут приручить.
И всего драться заставит. Перехватите управление ядром. Тупо что-то фиолетовое. Нифига себе. Фиолетовые мы мега редко пока что встречали. Буквально единицы. Где это управление ядром? Я боюсь к нему подходить. Ой, тут еще и мелочь ходит. Нас я вообще не заметил. Ай, ой, ой, ай-яй-яй. Все, я понял. Туда не подходим больше. Перехватите управление ядром. Ну и как его перехватить? Ну понятно, тут точно так же. Что-то где-то не замечаю, что-то. Или что? О, вижу. Неужели прогресс? Ура! Сейчас будет бой. Машина не даст мне ничего. Еще и мелочь приперлась. Ау. Можно я вас... Как его побеждать? Гаси, как больно. Ладно, близко не подходим. Наступи на ловушку, куда пошел? Короче, убивай меня. И так было мега мало хилок, так еще и поджарил меня. В ровном месте буквально.
Надо как-то посерьезней. Так создает машину. Это свет. Здесь отовсюду исходят сигналы. Опять все заново. Эта машина не даст нам ничего тут сделать. А я вообще по уровню сюда приперся или нет? Что-то я вот не обратил внимания. Какой там 8 уровень, да? Ну, по идее, да, по уровню. Сказывается то, что у меня хилок с собой просто вообще никаких не было. Когда я пришел к нему. У меня первый босс все выжрал. Я не знаю, как с ним кататься. Даже половину ему не успеваю сносить. Может, надо мелочь как-то приручать, но я не успеваю. И я сразу подумал попробовать как-то приручить. Мне моментально палит. Здесь отовсюду исходят сигналы. Что это было? Убейте. Убейте меня быстрее, пожалуйста.
Анимация пошла, но меня сбило вот это поле. Просто великолепно. Как создают машины. Какой-то свет. Здесь отовсюду исходят сигналы. Вот что опять? Нет, меня не бомбит, нет. Меня не бомбит. Меня совсем не бомбит. Как создают машины. Какой-то свет. Здесь отовсюду исходят сигналы. Гениально, один с одной стороны идет, один с другой стороны. Ну и как тут, блин, возьмешь их под контроль? Я не могу. Только мозг. Тут и без них нифига не справишься, и их под контроль никак не возьмешь, потому что не подойдешь даже. И зачем мне его сейчас брать под контроль, когда он мертвый уже почти? Вообще бессмысленно. Что опять такое? Эта машина не даст мне ничего тут сделать. Это было очень опасно. Нет, все, хватит с меня. Давайте я разберусь с ним вне стрима все-таки. То это надолго. Ой, так. Но стрим уже идет 3,5 часа по времени. Более чем нормально. Так что пойдет. Спасибо всем, кто заходил на сегодняшний стрим, хочу сказать. Кто ставил лайки, кто может запись этот стрим будет смотреть. Увидимся на следующем стриме. Не знаю, будет ли он опять по Horizon или почему-то уже другому. Или в видосах, может, еще увидимся. Вот. Сегодня все. Всем спасибо еще раз. Всем спокойной ночи. Всем пока.